Друзья, всем доброе утро. Сегодня читаю ваши комментарии с утра под своим последним видео. И, как всегда, мне попался очень интересный вопрос, на который захотелось ответить в аудиоподкасте. Значит, тут мне пишут: Наташа, почему вы такая молодая, убежали в глухую деревню? Обычно в деревню хотят люди уже после 60 лет. Тишины хотят. А что, интересно, вас заставило молодую, одинокую? Ведь вы одна, это так жутко и страшно жить одной в глухой деревне, хоть и с красивой природой вокруг. Вот, хочу ответить на этот вопрос. Ну, что хочу сказать. Во-первых, я не одна, вокруг меня очень много людей. С появлением блога в моей жизни этих людей стало еще больше, даже несмотря на то, что я живу в сельской местности. Меня узнают в окрестностях все, ну, короче, все село, вся деревня моя меня смотрит, можно сказать. Вот, многие меня знают. И у меня очень много общения, даже больше, чем когда я жила в городе. Вот сейчас, по крайней мере. А, почему я убежала в глухую деревню? Здесь, во-первых, деревня не совсем глухая, здесь очень много инфраструктуры рядом. И даже в самом селе, в самой деревне есть и магазины, и фельдшерский пункт, что там, пожарная часть. Ну, в общем, инфраструктура тут какая-никакая есть, есть асфальтированные дороги, я бы не назвала свою деревню глухой. Вот. Другой момент — это то, что она находится в достаточном отдалении от цивилизации, да, ну, как бы от районного центра до сюда где-то 10 километров на машине, если ехать по трассе. Вот. Деревня эта не совсем глухая. Почему, вот, значит, здесь пишут, что в деревню хотят люди уже после 60 лет. Вы знаете, вот моей маме уже за 60, она на пенсии, как бы, но при этом продолжает работать. И как она рассказывает мне, ну, я вижу по ее ощущениям, здесь достаточно тяжело уже людям в возрасте. То есть содержать свой участок, свой дом — это достаточно тяжелый труд. Да и мне много комментариев пишут люди, которые уже находятся на пенсии и говорят о том: Наташа, какая вы молодец, что сделали это раньше, чем наступила старость. Да? Почему? Потому что пока еще есть силы, пока еще есть возможности, нужно делать то, что хочется, то, что, о чем мечтала, да, иначе это превращается в несбыточную мечту, потому что очень много людей мне, кстати, написали, что: Наташа, как здорово, я тоже когда-то давно мечтала о таком, но наступила пенсия, сил уже не так много, и эти силы не позволяют уже иметь свой дом и участок и ухаживать за ним, да. Ну, то есть всему свое время, как говорится. Так что не факт, что за 60 лет люди уезжают в деревню. Скорее всего, наоборот, из деревни в город, потому что там для людей в возрасте проще жить, там вся есть инфраструктура, там не нужно тратить так много сил, как когда живешь в сельской местности, в своем доме на участке. Вот. Так что у вас немножко взгляд перевернутый. Ну, судя по тому, что я смотрю, сколько много мне людей пишут в пенсионном возрасте, да, и говорят, как здорово, что пока вы молодая и у вас есть силы, вы воплотили свою мечту в реальность, да, вот. Вот, это такой момент. Вот, что тут еще пишут? Что вас заставило, молодую, одинокую? Вот еще про одиночество я хотела рассказать. Вы знаете, даже когда я была в паре, а, я чувствовала одиночество, понимаете? А сейчас я его не чувствую. Поразительно, да, как бы. Ам, Парадокс, я бы даже сказала, это парадокс. Когда я была в паре, значит, мой мужчина тоже любил кататься на велосипеде. Я просто пример сейчас приведу, да. И так получалось, что физически он сильнее, расстояние он преодолевает гораздо больше, чем я, и скорость у него гораздо больше, чем у меня. Так получалось, что у нас постоянно были конфликты на этой теме. Мне хотелось вместе с ним где-то покататься, погулять, разделить вот эти эмоции, эти впечатления. Знаете, ну это особое, как бы сказать, особое удовольствие, да, когда ты вдвоем с любимым человеком где-то путешествуешь, смотришь на что-то новое, получаешь совместные впечатления. Вот. Тут выходило так, что как бы его тяготила моя медленность, моё, ну, то, что я не могу, я устаю там. Вот он, например, 100 километров может проехать, а я устаю уже на 50, да, как бы. А, ну, и скорость у меня маленькая. В общем, его это тяготило, а меня тяготило то, что я не могу разделить с ним вот эти эмоции, от совместной прогулки. В общем, компромисс мы никак не находили, и выходило так, что вроде бы оба катаемся на велосипедах, оба любим за город выезжать на природу, вот, на дальние расстояния, но получалось так, что я, например, сижу в городе, солнечный летний день, не знаю себя чем занять, да, а он уезжал за город на дальние расстояния на велосипеде. И что тут получается? Тут получается одиночество вдвоем, да, как бы. М, Так что одиночество — это вещь такая относительная, да, можно быть и в паре и чувствовать себя одиноко, а можно быть и не в паре, как я, да, и при этом не чувствовать себя одиноко. Поразительно, да, вот я даже не могла подумать, тогда вот, по крайней мере, что, если я буду жить когда-то одна с кошками, мне не будет так одиноко, как в паре с кем-то, да. Ну, то есть одиночество — это такая вещь очень условная, и, ну, как бы у людей очень много стереотипов по поводу одиночества.
Вот. Я не спорю, конечно, может быть, есть пары, в которых действительно чувствуешь какую-то сопричастность от близкого человека. Он может разделить с тобой эмоции какие-то, может пойти на компромисс, да. Например, вы выезжаете все-таки на совместные велопрогулки, а человек знает, что у вас физические возможности не позволяют быстро ездить и сбавляет скорость, например, да. Что он рад тоже разделить с вами вот эту вот как бы велопрогулку. То есть вот эта сопричастность эмоциональная какая-то, она тоже дает чувство, ощущение, что рядом близкий, что он поддерживает тебя. Ну, в общем, а, компромиссы. Ну, я думаю, что есть пары такие, в которых не одиноко себя чувствуешь рядом с кем-то, это 100%. Вот, но у меня был другой опыт, и я удивилась, что вот может быть так. Жизнь показала, как говорится, что может быть и по-другому. Можно жить одной и не чувствовать одиночество. Вот. Так, что там еще по поводу этого вопроса? По поводу 60 лет, что люди уезжают ну, в деревню. И по поводу, что меня, по поводу одиночества я ответила, да, что меня заставило. Меня заставила мечта, ну что, я уже об этом рассказывала во многих своих видео, что меня всегда тянуло жить в сельской местности. Мне здесь гораздо комфортнее, мне здесь уютно. У меня душа радуется, понимаете, нет вот этой тоски. Вот когда я жила в городе, я каталась на велосипеде, ну, за город выезжала, да, и, конечно же, я каталась по поселкам, по деревням, я видела вот эти частные домики, огородики, вот эти поля, леса, возможность человека, который живет в сельской местности, любоваться и жить на природе. То есть и у меня просто была неимоверная тоска от того, что я не могу себе это позволить. Ну вот на тот момент я не могла себе этого позволить. И это продолжалось, на минуточку, это не возникло так из ниоткуда, да, на протяжении практически всей моей жизни. Ну, сознательной взрослой жизни, я имею в виду, да. То есть меня всегда тянуло вот к такому образу жизни. И я к нему шла маленькими шагами, да, там пыталась узнать, как можно удаленно работать, например, узнавала, какие есть профессии, какая деятельность есть удаленная вообще. Даже тогда, когда еще никто не знал про удаленную работу, у меня почему-то в голове было представление, что можно жить так. То есть, ну, а потом вот это стало мейнстримом, можно сказать, особенно после 20-го ковидного года, да. То есть я потихоньку приобретала какие-то навыки, смотрела, какие есть вакансии у работодателей по удаленной работе, и как-то под них себя подтачивала, скажем так, да, понимая, что в будущем когда-то я сделаю вот такой шаг. Рано или поздно возможность появится. Вот у меня была в голове такая идея, что возможность рано или поздно появится, и ее нужно ухватить. Собственно, что и случилось, и я это сделала. Поэтому я бы не сказала, что я сбежала. Это неправильное слово. Я не сбежала, друзья. Я приехала в свою мечту. Для кого-то это непонятно. Ну, я думаю, те люди, которые меня понимают, они поймут. А для кого непонятно, ну, знаете, у всех разный у нас опыт. Ну, каждый судит со своей колокольни. Ну, значит, как бы, ну, это представление этих людей, для кого непонятно, да, почему я сбежала. Я не сбежала, друзья. Мне здесь приятно. Я буду рада, если найдется человек, который разделит со мной эту радость, этот образ жизни. А, Ну, в общем, я буду рада. Ну, а пока я наслаждаюсь той радостью, которая у меня есть, даже и в одиночестве. Хотя одиночество, блин, я не чувствую нифига. Ну, со стороны, может, это выглядит как одиночество. А для меня это полнейший комфорт, если честно. Ну, в общем, вот такой у меня ответ на этот комментарий. Надеюсь, он был вам полезен. Всем привет! Опять очередная рубрика ответов на вопросы, которые мне очень часто задают в комментариях. Ну, в принципе, я на этот вопрос уже давала ответ, но я хочу его дополнить, скажем так. Меня часто спрашивают, не скучно ли мне здесь. Как бы изначально люди привыкли, что в городской среде обычно как-то не скучно, да, а в деревне скучно. Я стала думать, вообще, откуда у людей вот такой стереотип, что если где-то ты находишься за городом, то это скучно. И вообще, почему это должно быть скучно, да, когда это понятие вообще относительное. Каждый человек как бы живет в своем внутреннем мире, и у каждого свои интересы, скажем так, да. И скучно или не скучно, это внутреннее больше понятие, внутреннее состояние человека, его мироощущение, скажем так. И неважно, какое местоположение у человека, да, скучно или не скучно, это состояние. Скучно может быть и в городской среде, может быть и в деревенской, может быть, наоборот, в деревенской не скучно и в городской не скучно. Вообще, это скажем так, понятие больше психологическое даже, да, скука. Вот. Ну, я это к тому все говорю, что как бы я здесь не ощущаю себя как-то в скуке какой-то, да, здесь, наоборот, движуха такая же, которой у меня не было в городе, если честно. В городе там что? Ты сидишь в 4 стенах, в квартире, и единственные дела, какие у тебя там удаленная работа, какая-то какая-никакая забота там о кошках, вот, и сходить в магазин, да, условно говоря.
Вот. Здесь наоборот, здесь постоянно нужно что-то делать. Причем иногда эти дела очень срочные, неотложные. Нужно что-то бросить и кинуться, ринуться что-то делать, потому что скорее, где-то погодные условия, где-то сезон, где-то не сезон. Короче, вот эти все нюансы. а, очень много расставляет приоритетов, да, дом сам по себе. Вот ты планируешь одно вроде бы какое-то дело, а по факту получается, что ты делаешь другое. Почему? Потому что где-то что-то, например, сломалось и требует срочного ремонта, и все планы меняются, скажем так. Дом, он сам за себя говорит, да, и ставит рамки. Так вот, что я хотела, какую мысль я хотела донести, да? Я вспомнила, что в детстве, короче, когда нас с сестрой привозили в деревню на летние школьные каникулы, да, а, первые первую неделю мы там просто были вне себя от счастья, потому что это радость, это свобода, ты можешь в любое время выйти на улицу гулять. Это, первые подростковые компании, где все собираются, подростки гулять, да. В городе такой движухи не было, да. В городе всегда очень строго. Если ты выходишь гулять, то это где-то около дома, и нужно, в строго отведённое тебе время вернуться обратно в квартиру, и там особо где-то не погуляешь. Там, ну, городские трущобы, да. А здесь, в деревне, было очень интересно. Были всякие поля, леса, шалаши, реки, озера. Короче, очень много интересных локаций и очень много всего интересного. Так вот, проходило там недели 2 где-то. У нас заканчивались запасы всех городских каких-нибудь вкусняшек, которыми нас снабжали родители, когда привозили в деревню, да, и они уезжали в город там работать, еще по делам куда-то. А мы с сестрой оставались на бабушкиных харчах, можно сказать, да. И из городских, развлечений у нас там был телевизор, который работал от антенны. Вот этой, знаете, которая ловит сигнал, не современной сейчас антенны, да, спутниковая, а вот такая вот с веточками, обычная, советская. И она не всегда ловила сигнал. И когда сидели, например, смотрели какой-нибудь интересный фильм или мультик, там, были помехи в этом телевизоре, дедушка постоянно чинил его хлопком ударом по телевизору, да, чтобы там начал показывать он. Короче, ну, помните всю эту историю, да? А, как бы получалось, что к концу где-то второй недели мы с сестрой начинали скучать. Почему? Потому что, в те городские развлечения, которые были нам доступны в свободное, ну, в общем, свободно, да, в городе, там, типа телевизора, типа, где-то кому-то позвонить, с кем-то пообщаться. Ну, такое вот виртуальное, я бы это назвала, да. Тогда еще не было компьютеров. Вот. Это заканчивалось, и заканчивались все доступные вкусности, которые можно в городе купить, ну, там, в ближайшем магазине, там типа шоколадок и остальных вкусняшек. А в деревне, в которой мы жили, там был магазин с очень скудным ассортиментом, и привозили там раз в неделю вот весь ассортимент, да, можно сказать. Вот. И как бы мы, привыкшие к таким каким-то разным роскошествам, мы начинали скучать по телевизору, который нормально все показывает, который не шумит, скучать, может быть, по личному пространству, потому что, ну, как бы деревенский дом — это как бы общее пространство, где и взрослые, и дети находятся, да. Там у нас, по крайней мере, у нас в доме не было отдельных комнат каких-то, где можно было закрыться и заниматься своими делами, да. Потом мы скучали по телефонным разговорам там с друзьями городскими, да. Вот. И по вот этим вкусняшкам. Вот. Ну, у нас там появлялись свои вкусняшки в виде каких-нибудь этих плюшек, которые бабушка пекла с маком, в печи в русской по выходным, пирогов. Вот это были наши вкусности. По выходным были пироги, плюшки. Это было прямо... Вот. И ягоды в огороде разного рода, да, вот это тоже были вкусности. Вот. И, конечно, там начиналась скука. Почему? Потому что не было той информационной городской среды, да, того информационного поля, которое вот в городе находится, где постоянно какой-то движ, где что-то, сконцентрированная информация от близлежащих, различных там увеселительных, заведений, друзей, людей, очень много общения и так далее. Вот. Это как бы ощущалось, да, уже спустя 2 недели, вот этот дефицит какой-то движа городского какого-то, да. И, деревня, кстати, была немноголюдной, и сверстников там было не особо много, чтобы вот пообщаться, да, так вот. И находились все сверстники на большом расстоянии друг от друга. То есть как вот в городе из квартиры в квартиру друг к другу в гости, ну, нельзя было прийти, нужно было куда-то идти очень далеко, там, договариваться о каком-то времени, тогда сотовых телефонов не было. Вот, ну и, в общем, вся вот эта история с скудным общением, хотя оно и было, да, со сверстниками, там, она заставляла скучать, отсутствие телевизора в том числе. Тогда, на тот момент, вот это как бы в памяти закрепилось. Я думаю, что у многих такое было, ощущение скуки, когда ты сидишь в деревне, здесь нет никаких твоих друзей городских, здесь не показывают телевизор нормально, и ничего вкусного нет. Да. Ну, это такие, знаешь, детские воспоминания. Вот. И, наверное, это именно вот это состояние детское, оно создало стереотип в головах людей, что в сельской местности может быть скучно.
Хотя, может быть, и темперамент еще играет тут роль. Темперамент людей, которые, ну, вот разные, да, они просто кто-то очень любит общаться, а кто-то не любит вообще общаться, предпочитает одиночество и так далее. Вот. Но о чем я говорю, да, вот это детские вот эти воспоминания, скорее всего, создали такой стереотип. Но вот что я хочу сказать. Я выросла, у меня сейчас другие интересы, у меня другие ценности, не те, которые были в детстве, да, там, ну, понятное дело, я просто выросла, взрослый человек, у меня как бы образовались свои какие-то мировоззренческие взгляды и так далее. И вот сейчас, сравнивая городскую и деревенскую жизнь, я хочу сказать, что здесь движа у меня намного больше, чем было в городе. В городе мне приходилось действительно скучать периодически, да, потому что там кто-то где-то в своих делах, какие-то знакомые, друзья, и пересекались мы не так часто изредка, да, и дел там таких вот, как вот по дому, по участку у меня не было, потому что там квартира, как бы, максимум, ну что там можно сделать, я не знаю, электрика вызвать или сантехника, чтобы он трубу какую-то подкрутил, там, я не знаю, раз в 3 месяца, вот, и все. Как бы, ну, не было такого вот движа прям большого, да. Как, я только вот иногда по выходным собиралась, каталась на велосипеде с компанией ребят, там у нас велосипедисты, есть общие темы, да, мы собираемся где-то раз в неделю по выходным, едем куда-то в интересное место. Ну, вот такой движ у меня иногда был по выходным, когда была хорошая погода, и то это было летом. Зимой вообще было очень скучно, потому что особо где-то не погуляешь даже за городом, да, везде снега, поля. А, снежные развлечения типа лыж и коньков я не особо люблю, мне это не нравится. Вот. А здесь вот даже зимой, просто чисто сидя в доме, у меня не было даже иногда момента, чтобы просто сесть и отдохнуть. Или чтобы просто сходить там в душ, или приготовить себе что-то вкусненькое. То есть может быть, от того, что у меня еще и дополнительный блок появился, еще больше стало кошек, я не знаю. Но, если честно, да, дом, он постоянно требует какого-то внимания, и участок тоже в том числе. Ты вот идешь где-то, проходишь мимо, у тебя цепляется взгляд. Ага, вот здесь нужно потереть, вот здесь подпилить, вот здесь принести, вот это отнести, это выкинуть, это починить. И, короче, вот это бесконечная история. Вот. Потом по общению. Здесь, как ни странно, почему-то у меня общения больше, чем в городе. Я не знаю, может быть, это как-то связано с тем, что я сейчас блог веду. Скорее всего, да. Потому что если бы я вот, например, блог не вела, такого внимания, конечно, бы ко мне не было, и я бы общалась здесь чисто с местными людьми, ну и с теми людьми, с которыми у меня остались связи в городе, да. А сейчас очень много внимания ко мне, очень много пишет людей, и даже кто-то умудряется приехать в гости, вот, несанкционированно. Ну, знаете, а, у меня даже здесь круг общения расширился. И, наверное, это не столько благодаря деревне, хотя это и благодаря деревне, ведь блог я веду о деревенской своей жизни, да, получается. Ну, получается, и благодаря блогу, и благодаря тому, что я сменила свой образ жизни. Получается, круг общения у меня расширился, наоборот, да. И вот получается, смотря в какой ситуации вы находитесь. Если вы не работаете удаленно, если вам нужно ехать куда-то на работу, у вас нет своего блога, у вас такой круг общения достаточно узкий, конечно, наверное, здесь, может быть, будет скучно, хотя какая скука для человека, у которого интерес, скажем так, не столько в общении, сколько в обустройстве своего дома или участка, да. Когда у тебя вот в этом интерес, да, в ремонт, там что-то поделать, где-то починить, сделать свою жизнь более комфортной, красочной, насыщенной в плане обустройства дома, участка, да, то здесь, ну, если честно, вот когда погружаешься в какое-то дело, ну, вообще не до скуки. Плюс параллельно у меня здесь есть интернет. К слову сказать, в детстве интернет у нас у детей не было, тогдашних детей, да. Вот, интернет, конечно, он задает свои настроения, да, то есть я могу, например, пилить ветки, одновременно слушать аудиокнигу какую-нибудь или какой-нибудь видосик на ютубе интересный. То есть, погружаясь во все это, я не ощущаю скуки, если честно. Даже если я там много недель не общаюсь с людьми, ну, условно говоря, не общаюсь, общение оно всегда есть, хоть по сети, хоть с местными, но тем не менее, если я там достаточно сильно ограничиваю свое общение, да, бывает так, хочется просто побыть наедине с самой собой, то у меня внутри огромный внутренний мир, с которым мне вообще от слова совсем не скучно. Наверно, скучно тем людям, у которых внутри нету ничего. То есть они опираются всегда на что-то внешнее, да, на внешние какие-то ценности, цели, интересы внешние, на внешних каких-то людей, да, не на себя. Вот, наверно, таким людям скучно, да, в силу их экстравертности, что ли, я не знаю. И в силу тех стереотипов, которые сложились с детства. Скорее всего, да, вот так вот, наверное. А в остальном для тех людей, которые внутри себя имеют огромный внутренний мир, оставаясь наедине с самим собой, им никогда не скучно, они всегда делают какое-то дело. Ну вот я в данном случае, да, даже если я не пилю ветки, не слушаю видосики там с "Ютуба" или аудиокниги какие-то, да, я обязательно занимаюсь каким-то творчеством, да. Там блог. Для меня блог — это своего рода тоже творчество. Смонтировать видео, как мне нравится, сфотографировать красивую, ну, фотографию какую-нибудь. А, Тоже это как бы занимает, ну, достаточную долю времени.
Это не вот просто мимо ты прошел, сфоткал и выложил фотку. Нет, это нужно поймать момент. Это нужно 33 фотки сделать, потом выбрать одну самую удачную. Это сделать цветокоррекцию над ней. Ну, то есть, ну, я как бы творчески к блогу подхожу, да. И для меня тоже творчество как бы своего рода таблетка от скуки, скажем так. Не в том плане, что я гонюсь за тем, чтобы делать, лишь бы все делать, чтобы мне было не скучно, да, а в том плане, что это у меня как-то спонтанно происходит, естественно. Вот. И потом вот постоянно бывают даже такие дни, когда мне одновременно в личку пишет очень много людей. И тех, с кем я уже давно общаюсь, да, которых давно знаю, и тех, которые новые, и те какие-то служебные контакты, и рекламодатели, то есть все в кучу вперемешку. Я одновременно всем пишу, всем отвечаю. Это, если честно, это очень психику напрягает, да, когда ты одновременно несколько чатов имеешь и как бы переписываешься со всеми. Иногда хочется просто банально от этого всего отдохнуть. Вот такой вот мой ответ на вопрос: "А не скучно ли тебе?", который повторяется бесконечно с приходом новых подписчиков. Ну вот, я вам ответила. Не скучно, как бы, лично мне не скучно. Не знаю, кому как, у кого какие стереотипы, какие черты характера, а мне просто здесь даже не скучнее, чем в городе. Мне здесь очень не скучно, скажем так. Вот такая история. Всем привет. Тут у меня в комментариях спрашивают: "Наташа, хотелось бы узнать ваше мнение насчет людей, которые любят одиночество, которые любят быть самим собой и которых все люди напрягают. От чего это может быть?" Вот. Хочу ответить на этот вопрос. Вы знаете, у людей, у разных, разные ситуации бывают. И какого-то одного обобщенного ответа нет универсального на этот вопрос, да, поэтому я постараюсь, ну, как бы разные варианты предположить, почему люди любят одиночество, исходя из собственного опыта, скажем так. Вот. Ну, первый момент, почему человеку может нравиться одиночество, во-первых, наверное, а, если ситуация в жизни человека сложилась так, что он, ну, попал в какую-то интересную историю, где пережил очень сильный стресс, или, или, например, человек находится в какой-то депрессии длительное время, да. Такие люди чаще всего стремятся, ну, психика таких людей чаще всего стремится самовосстановиться, да. А что для этого нужно? Для этого нужно, конечно же, снизить контакты, уменьшить контакты с людьми, сделать минимум просто контактов, и человек, оставаясь наедине с самим собой, он как бы возвращает себе свой ресурс, психологический, эмоциональный, физический в том числе, может быть, да, потому что мы тратим свою физическую энергию, в том числе, когда общаемся с людьми. Особенно если особенно это заметно, да, если вы общаетесь одновременно со множеством людей, да, с большим количеством людей. Например, на работе, когда вы постоянно в контакте с кем-то, постоянно вам приходится переключаться на того или иного человека, настраиваться, подстраиваться, отвечать на его вопросы, как-то взаимодействовать, как-то эмоциями, как-то вы с ним тоже взаимодействуете с людьми. На это все тратится и физическая энергия в том числе, и люди, которые пропускают через себя большой поток людей, они к концу дня это ощущают, да, это ощутимо, когда вы пообщались с большим количеством людей, и под конец дня чувствуется, что вот как будто как выжатый лимон, да, становишься. Нужно восстановить свои силы. Так вот, если говорить более объективно, да, в контексте вопроса, который мне задали, если человек пережил какой-то стресс, да, после контакта с каким-то человеком, ну, чаще всего это разводы какие-нибудь там, если был в паре, человек расстался с мужчиной или женщиной там, да, а, после близких контактов, которые очень сильно человека ранили, конечно же, после этого хочется побыть наедине с самим собой, понять себя, понять вообще свое место в этом мире, понять что-то о жизни хочется, да, и, конечно же, в таком случае человек ограничивает свои контакты и как бы замыкается в себе, восстанавливает свои ресурсы эмоциональные, физические, психологические и так далее. Это один вариант. Второй вариант, когда человек имеет какую-либо деятельность на протяжении достаточно длительного времени. Например, он работает 10 лет на работе, где у него очень много контактов происходит ежедневно, да, там, я не знаю, может быть, он менеджер какой-то сидит на звонках и вынужден общаться с большим потоком людей разных людей причем, которые по-разному реагируют там на его звонки, да, там, я не знаю, может быть, он менеджер по продажам, к примеру. И если очень много лет такой человек работает в людных местах, а, да, то, конечно же, ему тоже требуется восстановить ресурс и восстановиться, да. Это ощутимо, когда происходит очень много лет, да, и в таком случае человек ищет уединения, тоже ищет какого-то отчуждения. Третий вариант — это когда, скорее всего, вопрос сепарации, да, если говорить про
психологию, то, к примеру, ребенок растет в семье, где его излишне опекают мамы, папы, бабушки, дедушки, где у него нет личного пространства, где постоянно ему приходится ходить по струнке, слушать папу, слушать маму, где у него нет возможности как-то развиваться самостоятельно, то есть выбирать то, что он хочет, заниматься тем, что он хочет. Вот когда нет у человека такого, когда он растет в очень строгой семье, да, где все прям по шагу измерено, все время рассчитано для ребенка, да, вот сегодня ты занимаешься этим в эти часы, потом ты в эти часы занимаешься этим, и у ребенка даже нет личного времени на то, чтобы познать себя, познать мир, заняться тем, что действительно ему интересно самому ребенку, да. Когда ребенок растет в такой очень жесткой семье, Даже когда что-то плохо. извиняюсь, на звонок прервалась. В общем, если человек растет в такой строгой семье, где у него нет возможности самостоятельно как-то развиваться, развивать свои интересы, выбирать самостоятельно что-то, где у него нет личного пространства и личного времени, а, во что это в итоге выливается? В то, что человек становится асоциальным, избегает большого количества людей, особенно тех людей, которые склонны, скажем так, продавливать, подминать под себя других людей, да, которые склонны к авторитарности, к авторитарному общению, ну, как в форме, да, этот начальник подчиненный, например. Таким людям достаточно сложно социализироваться, потому что там, где, ну, скажем, э, если устраивается на работу такой человек, да, там есть иерархическая структура, где начальник, ну, форма работы, да, начальник подчиненный, и ты вынужден какому-то человеку подчиняться, то таким людям очень сложно на такую работу устроиться, да, где вот такая вот форма взаимодействия между людьми, иерархия, да, есть. И, как правило, такие люди-одиночки, они находят какую-то такую работу, где они самостоятельно ам, ну, отвечают сами за себя, скажем так, где нету коллектива. Ну, это, как правило, знаете, фрилансеры, там всякие художники, а, какие-то люди достаточно такие с очень специфической формой деятельности, уникальные, самобытные и даже, я бы сказала, интересные другим людям от этого, да, потому что у них свое представление о жизни, об этом мире, они видят мир по-особенному, не так, как большинство людей, да, и они очень-очень чувствительны к любого рода давлению. Им очень-очень сложно как-то коммуницировать с людьми, находить компромиссы. Они очень болезненно реагируют а, на взаимодействие с людьми, которые, ну, как бы, там, где приходится договариваться, да, там, где нужно договориться с человеком, и учесть его интересы, скажем так. Не только свои, но и интересы чужого человека. Это проходит в очень сложной форме по понятным причинам, потому что когда-то в детстве была причинена травма такому ребенку, да, и он не в состоянии как бы гармонично выстраивать общение с людьми, да. Ему очень сложно адаптироваться и не только в какой-то там рабочей сфере, там, в сфере деятельности рабочей, да, но и также в личных коммуникациях с людьми. Вот. Но такие люди, как правило, одиночки, да. Им сложно найти себе пару. Также не исключено, конечно, что они ее находят, и это происходит не сразу, на это требуется какое-то длительное время, чтобы человек как-то адаптировался в жизни, в социуме более-менее, да, стабильно, чтобы стабилизировалась, чтобы его психика. Вот. Но в большинстве своем случае такие люди остаются одиночками. Не потому, что они какие-то злые, обозленные на весь мир, и их все люди напрягают, как тут в комментарии пишут, да, а просто потому, что им хочется быть самим собой. Потому что когда-то в детстве их постоянно, ежедневно ломали родители. Ломали их интересы, их какие-то тягу какую-то, их желания, не учитывали их потребности, пожелания, тягу к чему-то, что им действительно интересно, да, вот. То есть, ну, грубо говоря, ребенку не давали быть самим собой. Он хотел выбрать там зеленую машинку, а ему говорили, вот красная дешевле, ну, давай мы тебе лучше красную купим. А, Или вот ты ходишь на футбол на свой, ты там ничего ну, как бы, пользы он тебе не принесет, давай-ка садись, рисуй вот лучше, там, или, не знаю, изучай математику, да, математика тебе в жизни пригодится, да, и вот человека насилуют, ребенка такого, да, заставляют, или там в музыкальную школу отправляют, он потом всю жизнь ненавидит и музыкальные инструменты, и музыкальные какие-либо, ну, в общем, отвращение просто возникает, да. А, Ну, понятно, да, почему. Потому что человек хочется быть самим собой. А самим собой он может быть только в ограниченном, очень узком кругу а, тех людей, которые действительно его принимают таким, какой он есть, да. А таких людей находится очень мало в жизни, да, потому что все мы разные, у всех специфические интересы, какие-то цели, ценности по жизни. Вот. И это нужно учитывать, да, как бы. Ну и это нормально, я считаю, да, потому что
Ну, нужно, в общем, оставаться самим собой и при этом как бы учитывать интересы и ценности, и цели жизненные других людей, если, ну, это достаточно сложно вот на этой грани постоянно балансировать, да. Особенно если ты находишься в отношениях, близких отношениях с какими-либо людьми, да. Это особого рода, наверное, такое какое-то, это искусство, я бы даже сказала, да. Быть самим собой — это искусство. Самим собой, оставаться самим собой в общении с людьми, учитывая, и их интересы, и при этом не ущемляя свои — это большое искусство. Это даже нетравмированному человеку очень сложно. Ну, как бы, м, находить такой вот баланс, особенно в широком кругу общения, да, особенно если ты публичный, например, человек, там какой-то блогер, да, или еще актер, певец, я не знаю, кто-то еще. Вот. М, И даже навык сохранять какие-то свои личные границы, свои интересы, он тут больше пригодится, да, чем если говорить об обычных людях, которые проживают эту свою обычную жизнь, да. Вот. Если общаешься с большим кругом, я имею в виду, да. Вот, такие люди любят одиночество, как я уже сказала, да. И если ребенка травмировали, если а, человек находится в стрессе, в депрессии, ему нужно как-то адаптироваться, восстановить свой ресурс. Вот. И если много лет человек, например, работает на какой-то работе, которая требует большого количества контактов, и в конце концов просто люди, ну, изнашиваются, скажем так, кардинально меняют свою жизнь и становятся отшельниками. Но я хочу сказать, что в одиночестве нет ничего страшного, ничего такого экстра какого-то ненормального. О, Господи, мне просто засыпали звонками. Второй раз кто-то звонит. Ну, в общем, сейчас продолжу, наверное. В общем, по поводу посылки звонили опять, прервали меня. Что я хотела сказать про одиночество, да, что в этом ничего нет такого плохого вообще. А, Это своего рода этап в жизни человека, который каждый проживает, и который, наверное, каждому нужно прожить. Почему? Потому что, находясь наедине с самим собой, человек узнает себя, что ему нравится, что не нравится, как ему хочется, как ему не хочется. Он узнает свои настоящие желания, свои ценности, свои цели по жизни находит, да. Он понимает, кто он вообще в этой жизни и чего он от нее хочет, когда находится наедине с самим собой. Когда находишься в паре с кем-то, когда ты постоянно вынужден общаться с какими-то людьми, живешь с родственниками, например, это очень сложно определить, кто ты и чего ты хочешь от жизни, каких людей ты рядом с собой хочешь видеть. Почему? Потому что когда ты находишься во взаимодействии с людьми, особенно это если речь о детях и родителях, да, когда очень долго дети живут с родителями, таким детям очень сложно отличить свои желания от родительских. Вот я хочу это, а почему я это хочу, я не знаю, да. А почему ты это хочешь? А почему ты не знаешь? Потому что, ну, вот так как-то с детства как-то так образовалось, да, что вот и маме это нравится, ну и значит и мне это нравится. А нравится ли тебе это на самом деле? Ты можешь узнать только пропустив это через свой личный опыт. А как ты можешь пропустить это через свой личный опыт? Только находясь наедине с самим собой, да, не оглядываясь на мнение других людей, а находясь в полноценном контакте с этой жизнью вообще, да, без посредников в виде родителей, родственников, друзей, партнеров. Вот. Ну и, наверное, такому человеку легче как-то понять себя, понять вообще, куда ты идешь по жизни, чего ты вообще от нее хочешь. Ну, такому человеку, который переживает одиночество, я имею в виду. Так что в этом даже есть свои плюсы. Особенно это полезно детям, которые, ну, уже подростки, да, которые уже заканчивают школу и которые студенты, которые учатся в институте. Им очень полезно пожить наедине с самим собой, узнать себя, попробовать эту жизнь на вкус. Почему? Потому что так формируется личность человека, когда он начинает понимать, кто он, что он, чего он хочет, к чему он стремится на самом деле, да, не навязанные кем-то желания там родителей или еще кого-то, друзей там, а свои желания, когда человек понимает, да. Вот именно в таком возрасте очень важно побыть одному. Ну вот я имею в виду вот в подростковом, студенческом возрасте очень важно пережить вот это вот одиночество, сепарироваться от родителей, от своих друзей, да, когда человек, подростки, они обычно в компаниях общаются. Почему? Потому что они ищут себя, у них психика так настроена, да, вот в этом возрасте найти себя и ориентируясь друг на друга, на какие-то интересы друг друга, они сбиваются в компании и как бы вот так вот нащупывают, скажем так, начало своей личности, да. Но проживая вот такие вот периоды, когда ты общаешься в компании, потом ты теряешь друзей, потом ты находишь новых друзей, да, вот ну, там постоянная движуха такая у подростков. Это как раз формируется в это время личность человека, когда он понимает, что его желания
и желания других людей, его ценности и ценности других людей — это абсолютно разные вещи. И нужно учиться коммуницировать с людьми с различными ценностями, желаниями, целями по жизни, интересами. И нужно как-то коммуницировать, чтобы это было и благоприятно, и ценно для обеих сторон, да, вот, в общении. Продуктивно, чтобы это было, да. Чтобы не нарушались ни личные границы, ни собеседника твоего, ни тебя самого, да. То есть вот в таком возрасте человек, проживая одиночество, он учится этому. А если складывается так, что человек не прожил вот это вот студенчество, скажем так, да, этот возраст, когда ты открыт всему миру, познаешь его там через людей других и так далее. Если такой человек постоянно живет с родственниками, с родителями, у него задавлены, скажем так, некоторые аспекты личности, у него происходит отставание в развитии. Не в том плане, что он там дебил, да, а в том, что он перестает отличать, где он сам, а где вот те люди, с которыми он живет годами. Понимаете? Даже он может, знаете, как бывает физически человек отдельно живет от родителей, даже вот такое бывает, но при этом очень тесно общается с мамой, с папой, там, с родственниками, с друзьями какими-то, ну вот настолько близко, ну постоянно вот, ну там на телефоне с ними висит, во всем с ними советуется, а как нужно, а как не нужно, а пойдем мне вот это купим, а давай ты это мне приготовь. Ну, в общем, тогда такому человеку психологически, ну, просто психологически не отделяет себя от других людей, да, вот от близких. Пусть он там живет даже отдельно от этих родителей, от этих друзей, но психологически он и к ним как бы прирос. И он не понимает, где он сам, что он вообще хочет, да, а где другие люди. Как бы нет границ у такого человека, размытые они, получается, да. Вот. И это в этом плане таким людям очень важно пожить наедине с самими собой. Потому что если такой человек найдет себе пару, он будет вести себя в паре точно так же, как он ведет себя ну, вот с теми, с кем жил, там, психологически сросся, скажем так. Просто он спроецирует свое психологическое срастание с другим человеком, ну, на другого человека в паре, да, а, и тоже не будет различать, не будет понимать, как бы, кто он, что он хочет, что ему надо вообще, да. Будет постоянно как бы вокруг этого человека, партнера своего, выстраивать жизнь, и вся его жизнь будет выстроена на другом человеке. Но это кардинально вообще неправильно. Когда ты как бы выстраиваешь всю свою жизнь вокруг другого человека, и вдруг вот вы расстаетесь, да, у тебя вся жизнь рушится. Кажется, что весь мир просто против тебя, что все не имеет ничего смысла. Такие люди даже, бывает, доводят себя до самоубийства, да, не дай бог. А почему? Потому что они психологически незрелые, они не поняли, чего они, кто они, какое место они занимают в жизни. Вот, таким людям очень сложно адаптироваться. Но им важно прожить вот этот вот какой-то этап своей жизни одиночества. Тогда, проживая наедине с самим собой, они узнают себя лучше, скажем так. И в итоге все благополучно завершается, да, когда человек такой адаптируется более-менее к жизни, и там может найти себе пару, устроиться на хорошую какую-то работу интересную и так далее. Вот. Поэтому в этом смысле одиночество, оно даже полезно в некотором роде. Вот. Но, конечно, другие есть случаи, когда человек от очень сильного стресса или находясь в очень жесткой какой-то депрессии, настолько сильно замыкается в себе, что практически ни с кем не коммуницирует. А вот это вот уже ненормально, скажем так, да. Кстати, в Японии есть люди, которые, а, как это, хикикамори, по-моему, их зовут, да, прям явление целое, целый, а, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, есть такие люди в Японии, но они не только в Японии есть, они в других странах, просто их в Японии как вид распознали, да, люди, которые сидят в своих квартирах, не выходят вообще из дома, обрастают там огромным количеством вещей, мусора, ни с кем не общаются, сидят там в интернете, в соцсетях, ну, просто в заперти, как вот отшельники, да, только вот в городах, да, и вообще никуда не выходят, ни с кем не коммуницируют, обрастают там, не моются. Ну, короче, это уже такое явление, знаете, здесь только психиатрия может помочь, наверное. Вот. И в совокупности с психотерапией и помощью родственников. Потому что сам такой человек никогда не обратится за помощью, потому что он не понимает, в каком состоянии он находится. Вот это своего рода ненормальное одиночество. Вот. М, Ну, как говорится, знаете, и яд, он может быть и полезным, да, если дозирован он правильно. В этом смысле и про одиночество тоже так же можно сказать. Если все вовремя, если нужен такой период человеку, его психике, то это даже ему на пользу. Вот. Вот что я думаю по этому вопросу. Надеюсь, что этот аудиоподкаст был вам чем-то полезен.